Я уверен, вы знаете, что сегодня можно создавать так называемых e-агентов, ну либо и продавцов, и ассистентов, и консультантов, и экспертов, кого угодно. Но знаете, что самое интересное во всей этой истории? Мы все это можем создавать без знаний кода, например, используя такие сервисы, как N8N. На сегодняшний день сервис N8N, он реально является лидером по созданию e-агентов. Я буду под e-агентами называть всех, то есть и консультантов, продавцов, для того, чтобы все это не повторять лишний раз. И сегодня сервис N8N, он является реально лидером по созданию тех самых e-агентов. В этом видео я вам покажу, как без знаний кода, потому что у меня знаний кода нет, как без знаний кода, без навыков программирования мы сможем быстро создавать e-агентов. Я вам покажу, знаете, вот эту вот базу, на которую вы все дальше будете накладывать. Для того, чтобы вы открывали какие-нибудь шаблоны, для того, чтобы вы открывали какие-то видео, посвященные N8N, и не путались, как мне все это создать. Моя задача в этом видео показать вам базу, показать основы, для того, чтобы вы понимали, как пользоваться сервисом N8N, какие задачи с помощью его можно решать, и понимали, как происходит процесс создания агента, для того, чтобы вы уже после просмотра этого видео смогли создать собственноручно, без знания кода, с нуля, своего полноценного первого e-агента. Поехали! Для начала давайте начнем с теории. Значит, что такое сервис N8N? Сервис N8N — это сервис, который позволяет нам без знаний программирования, без знаний кода создавать полноценных и роботов, и агентов, которые будут выполнять определенные задачи. В чем преимущество этого сервиса? В том, что ты собираешь процессы, знаете, словно из кубиков. То есть нам необходимо, например, чтобы наш агент работал в Телеграме. Мы для этого не прописываем, не добавляем его никак. Мы словно из кубиков собираем автоматизацию, добавляем агента, учим его, и агент уже работает в Телеграме в качестве там нашего консультанта, либо нашего продавца. Есть простые автоматизации, вот что-то типа этого, когда мы отправляем запрос агенту, и агент обращается к инструменту там, рассуждения, инструменту памяти, инструменту баз данных и выдает, соответственно, нам на выходе ответ. Есть более сложные автоматизации, когда агент выполняет определенные задачи, например, что-то ищет, что-то комментирует, например, этот агент для социальной сети, по-моему, он для Твиттера, он что-то ищет, он что-то записывает себе в базу данных, он что-то комментирует, что-то вытаскивает и, соответственно, что-то куда-то где-то отправляет. То есть есть простые агенты для решения простых задач, есть более сложные агенты для более сложных задач, для большей функциональности. И различие между простыми и сложными задачами в том, что мы сами придумываем задачу для нашего агента. То есть мы не просто думаем, да, так, чтобы такого придумать, лишь бы придумать. Нет, у нас есть определенные задачи, и мы рассматриваем их со стороны. Так, я решаю эту задачу постоянно руками. Сможет ли мой агент выполнять эту задачу? Например, продавец. Может ли продавец связываться с покупателем, когда получает отрицательный отзыв, либо положительный отзыв, либо нейтральный отзыв, либо просто связываться с покупателем и узнавать отзыв о своем товаре. Вместо того, чтобы все это делать вручную, мы отправляем агента, с которым может коммуницировать наш либо прошедший, либо потенциальный клиент и узнавать всю эту задачу. Либо может ли он выполнять первоначальную роль для продаж, то есть связываться, узнавать интересы, узнавать потребности, а дальше уже отправлять задачу менеджеру по продажам, и что этот человек готов к покупке. Либо консультировать, либо решать какие-то запросы, решать какие-то задачи. То есть мы изначально, когда строим агента, мы не строим его ради того, чтобы его построить, а мы решаем, сможет ли я, выполняя какие-то рутинные задачи, сможет ли эти задачи решать наш агент. Когда мы подходим именно с такой стороны к созданию агента, то все становится просто. Я решаю такую-то задачу, как мне сделать так, чтобы агент решал эту задачу. Все. И сервис N8N как раз и позволяет нам, первое, экономить время, не знать код и создавать агента достаточно гибким. То есть, смотрите, вот это гибкая система, это простая система, но все это создается буквально за несколько минут с помощью сервисов N8N. Значит, есть, да, на рынке большое количество других сервисов, но они
Все сегодня проигрывают сильно конкуренцию за счет того, что N8N, у него реально огромное сообщество, огромное количество материалов. У нас тоже вот есть база данных, где собрано огромное количество шаблонов для реализации тех или иных задач. У нас собрано большое сообщество, где вы можете задавать вопросы, где вы можете спрашивать, где вы можете сами кому-то помогать, либо найти исполнителей для решения таких-то задач. Ссылка на сообщество и на шаблоны всегда находится в первом закрепленном сообщении под этим видео, либо под всеми моими видео. Вы просто переходите в Telegram-бота, и он вам говорит, как вы можете скачать любой шаблон для N8N. А шаблоны, как вы увидите чуть дальше, они загружаются просто в один клик. И получается вот такой вот шаблон вы можете просто не создавать вручную, а сделать, нажать на 3 кнопки Import from File и выгрузить туда уже готовый шаблон под вашу конкретную задачу. База шаблонов находится в первом закрепленном сообщении. После просмотра этого видео обязательно перейдите и посмотрите. Значит, какие задачи, либо примеры реальных задач? Самые простые. Отправка автоматических уведомлений там, в Telegram или на почту. Сохранение новых лидов из формы сайта в Google Sheets, либо в Supabase. Автоматическая публикация контента в соцсети. Парсинг данных. Создание контента. Автоматизация, обработка заказов. Автоматизация, обработка запросов. Поиск какой-то информации. Скрапинг какой-то информации, полностью ведение социальных сетей, полностью ведение баз данных, полностью коммуницирование и работа с клиентами, выявление положительных, отрицательных отзывов, парсинг Авито, парсинг Яндекс.Директ, парсинг Wildberries, что хотите, вы можете делать с помощью сервиса N8N. У него задач огромное количество. И знаете, я вот в нашем чате, когда сижу и читаю, какие задачи решают ребята из нашего чата, я просто сижу и думаю, ничего себе, а что так можно было? Например, даже вот эту вот группу, даже этот чат ведет у нас AI-бот, который читает все сообщения, где-то кому-то что-то помогает, где-то отвечает на вопросы, где-то помогает разобраться, сохраняет всю эту базу данных. И в будущем, когда кто-то будет задавать тот вопрос, который уже был отвечен, он будет отвечать на этот вопрос. Это тоже будет делать AI-агент. То есть задач и возможностей у AI-агента на сегодняшний день огромное количество. Просто нужно подумать, я смогу использовать этого AI-агента в своей работе или нет. Чтобы понимать принцип работы AI-агента, я вам покажу вот на таком достаточно простом примере. То есть мы отправляем какой-то запрос нашему AI-агенту. То есть мы его просим что-то делать. Там, сходи в магазин. Да? Ну, в магазин он не сможет сходить, но при этом он сможет, например, зайти на сайт магазина и заказать те товары, которые вам необходимы примерно в такой-то ценовой категории. Либо заказать авиабилеты по какой-то ценовой категории. То есть мы в него отправляем какой-то запрос. Он обрабатывает этот запрос и смотрит. Я могу выполнить этот запрос. То есть если у меня инструкции определенные для того, чтобы я мог выполнить этот запрос. Если запрос верен, он выполняет его и уже отвечает нам в качестве ответа. Говорит, я выполнил этот запрос так-то, так-то. Можете там проверить. То есть напиши e-mail такому-то человеку, найти видео на YouTube. Это тоже запрос. Узнать, сколько стоит. Пройтись по сайтам и вытащить цены на определенные товары, обработать заявку, связаться с покупателем, написать электронное письмо покупателю. То есть он может все, что можем мы. К нашему AI-агенту мы подключаем различные инструменты, так называемые tools в N8N. Это может быть Telegram, то есть запрос может происходить в Telegram. Например, напиши в Telegram такому-то человеку. Либо когда приходит какой-то запрос в нашей группе Telegram, мы говорим, так, пришел, не мы говорим, он видит, что пришел запрос в группе Telegram, и он в группе Telegram отвечает. Либо приходит письмо на email, ответь на это письмо на email. Либо мне нужно встретиться с таким-то человеком, найди его email и напиши ему. Он находит этот email, он пишет. Либо забей в мой календарь такие-то, такие-то события. Он забивает все эти события. Либо размести на моем YouTube канале такие-то, такие-то видео. Либо найди такие-то, такие-то видео на YouTube канале. И все это делается в рамках одного окна. Если он компетентен, если у него есть определенные инструменты, то он выполнит эту задачу. Либо более сложные задачи, например, найди такие-то, такие-то видео и на основе этих видео, там 5 штук, и на основе этих видео напиши мне полноценный сценарий для моего видео. Такое тоже может быть. Либо найди такие-то видео, проанализируй количество их просмотров, подписчиков, количество лайков к этому видео, выбери
Поставь рейтинг этому видео, насколько оно популярно, насколько оно может быть популярно. На основе этих видео напиши там несколько статей для моего блога, напиши несколько статей для Telegram, для Threads, для Твиттера, для Инсты, создай картинки. И он, если у него включены эти инструменты, он все это сможет выполнить и пришлет нам ответ. И ответ, который нам нужен. То есть я выполнил, либо вот проверь и нажми кнопочку для того, чтобы я, соответственно, это все выполнил. Вот так-то это все будет выглядеть. То есть, грубо говоря, это наш агент, это наш сотрудник, который выполняет те задачи, которые нам необходимо выполнять. Есть так называемые на рынке линейные автоматизации. Значит, как выглядят линейные автоматизации? Это когда мы отправляем запрос и как бы пошагово этот запрос выполняется. Например, отправь e-mail, он отправляет e-mail. Потом отправь все это в Telegram, он отправляет все это в Telegram. Обработай все это с помощью e-агента, он обрабатывает. Дальше отправь все это еще туда-то, позвони там такому-то сотруднику, когда эта задача будет выполнена. Но здесь минус вот такого вот линейного подхода заключается в том, что если нам один из инструментов не нужен, например, нам вот это вот не нужно, нам не нужен инструмент 1, мы не хотим, чтобы он выполнял вот этот вот инструмент 1. Что мы делаем? Мы его отключаем, и тогда вся система рушится. То есть тогда модель не понимает, что ему нужно сделать, если первый шаг пропущен. Сервис N8N, он как бы эту проблему решается за счет того, что мы отправляем запрос, задачу, и наш ИИ-агент, он сам обрабатывает эту задачу и сам принимает решение, какие ему нужно инструменты использовать для решения этой проблемы, для решения этой задачи. Например, мы ему сегодня написали, что нам нужно написать электронное письмо такому-то человеку. Что он делает? Он не перебирает все инструменты. Он идет в инструмент, который решает задачу отправить письмо тому-то. Если мы ему написали завтра, что нам нужно обработать видео на YouTube, он идет в инструмент, который идет к инструменту, который решает задачу обработки видео на YouTube. В качестве инструментов здесь мы можем использовать сами инструменты, то есть когда у нас один и агент решает эти задачи. Также мы можем использовать дополнительных их помощников. Если рассматривать эту как структуру, знаете, бизнеса, предпринимательства, компании, то это у нас главный ассистент, это мы отправляем запрос главному ассистенту, и ассистент уже делегирует эти задачи определенным сотрудникам, либо определенным отделам, которые специализированы на решении этих задач. В будущем я вам буду показывать подобные, либо вы можете посмотреть на моем YouTube-канале, есть подобные видео, когда мы строим AI-агента, главного AI-ассистента, которого задача просто принять и подумать, кому я могу делегировать эту задачу, кто лучше всего с этой задачей справится, какой отдел с этой задачей справится, какой инструмент с этой задачей справится. И наша основная потребность не получить от него ответ, то, что мы хотим увидеть. Все, мы это увидели, задача решена. Нам не важно, кто будет выполнять эту задачу. Главное, чтобы наш AI-агент понял и справился с этой задачей. То есть как это работает? Модель, либо и-агент LLM становится центральным мозгом процесса. На вход поступает запрос, а сам и-агент решает, какие инструменты подключить и как их вызвать. И сам выбирает нужные действия, инструменты или цепочки, исходя из запроса пользователя, а не из заранее жестко заданной последовательности. Такой подход похож на интеллектуального ассистента. Пришел запрос и сам решает, какие инструменты нужны. Обращается в нужном порядке и собирает результат последовательно. Где это удобно? Когда сценарий сложный, зависит от контекста и меняется на лету. Например, найди лучшие отели в Лондоне и сравни цены и отправь мне почту. И отправь мне на почту. То есть он обращается к поиску, дальше к сравнению цен и к тому, чтобы отправить всю эту информацию к вам на электронную почту. Главное отличие автоматизации и-агента. И-агент сам выбирает, когда и какой инструмент использовать. Шаги могут идти как в равном порядке, так и часть инструментов просто может быть пропущена. То есть это отличие между и-автоматизацией и и-агентом. Если грубо рассматривать нашего и-агента, то он состоит из двух
параметров, либо из двух инструментов, как это правильно сказать. То есть это мозг и инструкция. И он ищет точки соприкосновения, исходя из того, исходя из его предыдущего опыта, его баз знаний и его инструкции, которая в него заложена. Смотрите, например, у нас есть мозг. Мозг это так называемая память. Память это базы данных, которые хранятся в этом, которым обращается, либо которые хранятся в этом агенте. Память бывает краткосрочная и долгосрочная. Долгосрочная память, с помощью долгосрочной памяти он решает задачи, которые ему необходимо выполнить. Краткосрочная, он смотрит, как он эти задачи решал раньше. Например, отправь письмо Игорю Зуевичу. Краткосрочная память. Он смотрит, отправлял ли он до этого письма Игорю Зуевичу. Либо посмотри, какое письмо мы отправили Игорю Зуевичу. Он обращается опять к краткосрочной памяти и смотрит, соответственно, отправлял ли он письмо. Дальше он понимает, что ему нужно отправить какое-то письмо, какой-то текст. Соответственно, он уже обращается к долгосрочной памяти, которая формулирует тот текст, который нам необходим. И дальше он все это отправляет инструменту для того, чтобы инструмент выполнил эту задачу и отправил письмо, потому что у инструмента есть доступ, например, к нашей электронной почте. И второе – это инструкция. В инструкции четко прописано, как он должен выполнять эту задачу. Например, отправь письмо Игорю Зуевичу. Он смотрит так, отправлял ли я до этого письмо, какое это было письмо, обращается, как должно быть примерно выглядеть письмо. И второе, он обращается к инструкции. Инструкция – это промпт. Значит, в промпте мы четко прописываем, какая твоя роль. Ты агент, который, либо ты главный ассистент и агент, который должен делегировать задачи. Если тебе приходит письмо отправить, если тебе приходит запрос отправить письмо Игорю Зуевичу, ты переходишь в AI-отдел, который занимается отправкой писем, и они должны найти e-mail Игоря Зуевича, посмотреть предыдущую переписку и отправить такое-то письмо, договориться, там, например, о встрече с ним. Что в промпте в основном мы используем такие элементы. Это какая твоя роль, то есть кто ты такой, чтобы он мог идентифицировать себя, что ты умеешь делать, на чем ты специализируешься, что нужно делать и как это нужно делать. То есть у него четко есть инструкция, как регламент, как у сотрудника, который приходит в вашу компанию в первый раз, и он такой новенький, ничего не понимает, ничего не знает, а вы ему говорите, что вот у тебя есть инструкция, и у тебя есть, соответственно, CRM-система, база данных, где ты можешь смотреть, как по этой инструкции выполнять те задачи, которые тебе необходимы. Тебе нужно отправить письмо. Значит, что ты делаешь? Заходишь на e-mail, такой-то, такой-то, корпоративный e-mail, и отправляешь письмо такому-то человеку. Заходишь в адресную книгу. Либо пишешь отделу, который занимается отправкой писем, что этому человеку в данный момент нужно написать письмо. Отдел тебе приходит ответ от отдела, и ты говоришь тому человеку, который тебе давал это задание, что да, я выполнил задачу, письмо отправлено. То есть, грубо говоря, это вот таким вот образом выглядит наш AI-агент изнутри. Хорошо, как начать использовать N8N? Давайте я вам открою сразу же сервис N8N. Это, ну, вот мы видим такой сервис обычный, да. Что нам необходимо сделать? Это зарегистрироваться. Но прежде чем зарегистрироваться, вы зарегистрируетесь, вы посмотрите, попробуйте этот сервис. Но прежде чем мы сейчас с вами зарегистрируемся и посмотрим на этот сервис изнутри, я вам хочу сразу же рассказать как бы о возможностях, почему все используют N8N. У сервиса N8N есть как бы два, либо даже три варианта использования. Первый вариант использования это классический, да, то есть мы регистрируемся на сайте N8N и используем облачный сервис N8N. Какие есть преимущества и недостатки сервиса N8N? Во-первых, он платный, то есть для того, чтобы использовать сервис N8N, мы можем получить доступ только на 14 дней бесплатного использования. Конечно, этого вполне хватит для теста, но дальше нам придется платить, соответственно, $20 за то, чтобы использовать сервис N8N и быть ограниченными в количестве workflow, так называемых, как это правильно сказать, процессов, которые будут запущены в сервис N8N. То есть у нас будет 2500 действий, которые сможет выполнять этот сервис N8N. Для примера, у нас есть Telegram
AI Telegram бот, который сидит в группе Telegram, и в день в эту группу в Telegram приходит около 500, либо иногда, ну, от 100 до 500, соответственно, различных действий там происходит. И, соответственно, если мы будем выполнять от 100 до 500 различных действий, то это в месяц получится, ну, даже если по максималке возьмем 500 на 30 дней, это в месяц будет получаться там, 15 тысяч действий. То есть мы минимум должны будем платить как бы $50 за то, чтобы эти 15 тысяч действий, соответственно, выполнялись. А тарифы вот больше 50 тысяч действий, это уже 120. Ну, 120 это уже как бы как цена за такого сотрудника неплохого, который будет способен сам выполнять эти действия. Конечно, дешевле, но все равно. Поэтому в сервисе N8N есть вариант использования не облачной версии N8N, а локальной установки. Что значит локальная установка? Мы можем N8N установить на своем компьютере. Либо купить выделенный сервер, либо купить какой-то VDS сервер, либо использовать Docker, либо запустить там другими способами, где будет запускаться этот сервис N8N. У Docker, когда мы устанавливаем локальную версию N8N, мы тут же переходим в режим использования N8N без ограничений. Например, на нашем компьютере, когда мы запустим сервис N8N, единственное, у компьютера должен быть стабильный доступ в интернет. Я же использую, например, VDS серверы, то есть покупаю VDS сервер, разворачиваю N8N на VDS серверы, и он работает, соответственно, автономно. Вот за VDS сервер я плачу там что-то 1200 рублей, то есть меньше, чем те самые даже $20, и при этом выполняется там больше там 10-15 тысяч действий, и если сравнивать там с тарифами N8N, это намного выгоднее. То есть у N8N, кроме их облачной версии на официальном сайте, мы можем создать локальную установку. У меня есть отдельный видеоурок по тому, как создавать локальную установку на сервис N8N. Либо посмотрите на моем YouTube-канале, либо ссылка на это видео будет находиться в первом закрепленном сообщении. Также Telegram-бот вам даст доступ к тому, где хранятся все шаблоны и все видеоуроки, потому что уже на сегодняшний день у меня по каждому элементу при работе с N8N есть отдельный видеоурок. Либо можем установить на так называемый Docker. Подробно об этом есть отдельный видеоурок, сейчас не будем вдаваться в подробности. Почему выбрать установку на сервер? Потому что это безлимитно. Во-вторых, мы храним все данные не на каком-то облачном сервисе, а, соответственно, у себя. Плюс быстрая инструкция, все это разворачивается буквально там за 10, за 7, а где-то даже там за несколько кликов для того, чтобы развернуть N8N и использовать сервис N8N абсолютно бесплатно. Поэтому такая возможность есть. Я же вам сейчас покажу, не буду разворачивать, потому что на это уйдет определенное количество времени. У меня есть видеоурок подробный на эту тему. Нажимаю Get Start, и мне здесь необходимо заполнить такую таблицу. Нажимаю Full Name, компания e-mail. И нажимаю Start Free 14 дней. То есть бесплатный период в течение 14 дней. Сейчас мне на электронную почту придет запрос, и я должен, соответственно, подтвердить запрос на этой электронной почте, а пока мне предлагают, соответственно, ответить на несколько вопросов. Я отвечаю на эти вопросы, ввожу еще раз e-mail, нажимаю старт. Автоматизация, могу посмотреть видео обучающее, которое предлагает мне N8N, и попадаю, смотрите, вот в такой вот интерфейс. Значит, что здесь происходит? Здесь мне сразу же дается доступ к последней версии N8N. Я могу ее в любой момент обновить, для этого мне необходимо перейти вот в дашборд, перейти в настройки, и здесь внизу будут, соответственно, последние версии. Можно будет нажать обновиться и выбрать, соответственно, последнюю версию. Сейчас последняя версия 1.98, но она в бета-тестировании. Основная версия такая-то. Мы выбираем, соответственно, свой часовой пояс. Обязательно, если вы хотите запускать агентов для того, чтобы они четко определяли время, нужно, чтобы ваш как бы выделенный сервер работал тоже на том часовом поясе, в котором работает в котором вы работаете. И также необходимо подключить вот эту вот штуку, называется он Community Node. Это бета-тестирование, но лучше всего их подключить.
И можете еще подключить доступ ко всем комьюнити-нодам. Нажимаете Save, конфигурация сохраняется. И все, мы в принципе готовы к работе. Сейчас наш сервис пока перегрузится. Может быть, посмотрим, что-то еще здесь есть. То есть план 14 дней, платежная информация и экспорт тех workflow, либо тех данных, которые, соответственно, у вас есть. Давайте дождемся, пока перегрузится сервер. Микрофон начал садиться, поэтому подключил такой провод, не обращайте внимания. Значит, все, сервер перегрузился, нажимаем Open. И попадаем, соответственно, в интерфейс N8N. Что можно сразу сделать? Для того, чтобы было привычно. Мне вот больше привычен черный вид, поэтому я захожу в настройки. И здесь есть черный цвет. Нажимаем черная тема. Нажимаем черная тема. И тема стала черная. Так мне привычней, потому что я работаю в черном интерфейсе у себя, и мне привычно, значит, ну, и мне кажется, что так лучше видно. Значит, смотрите, что здесь есть. Здесь есть, значит, так называемый Create Workflow. Workflow — это пространство. Workflow — это автоматизация, которая состоит из цепочки шагов. То есть это тот самый AI-агент, который мы собираем, тот самый шаблон, который мы собираем. То есть это создать пространство. Либо Create Creditals. Creditals — это инструменты, которые мы можем добавлять к нашему N8N пространству. То есть, например, инструмент Telegram. Мы здесь прописываем Telegram API и можем прямо здесь, в этом окне, соответственно, создать свой Telegram аккаунт для того, чтобы он был подключен к той самой автоматизации. Но я предпочитаю этого не делать, я предпочитаю уже внутри интерфейса создавать, соответственно, AI-пространство. Здесь есть старт и есть здесь тестовый агент, который уже собран за нас. Также есть админ-панель. С помощью перехода в админ-панель мы попадаем, соответственно, в админ-панель, где мы можем обновить, например, наш N8N. Потому что я рекомендую вам обновлять регулярно N8N, потому что там появляется очень множество классных, крутых штук. Значит, нажимаю старт. Например, я хочу начать с нуля. Старт. Я попадаю вот в такой интерфейс. Значит, что здесь важно узнать? Здесь в первую очередь здесь название инструмента, то есть название нашего AI-пространства. Например, инструмент тест. То есть он будет выглядеть как инструмент тест. То есть он в будущем будет называться как инструмент тест. Здесь есть какая-то вот эта вот кнопка, да, непонятная. Это кнопка, которая активирует выбор нод. Смотрите, весь наш N8N шаблон, он состоит как раз из тех самых блоков. Эти блоки в N8N называются узлы, либо ноды, наверное, так привычно называть. Эти узлы или ноды, они отвечают за определенные действия. Всего существует несколько типов нод. Первый тип нод — это ноды-триггеры. Сейчас я вам покажу. Триггеры, они запускают сценарий, например, по расписанию, либо по наступлению веб-хука, либо по тому, что пришло какое-то новое письмо, новое сообщение. То есть триггер — это действие, которое активируется, когда что-то происходит, либо в определенное время. Второй — это как бы action, это само действие, это выполнение задачи. Например, отправить сообщение тому-то, тому-то, сделать запрос по API, сохранить таблицу, связаться с тем-то, отправить тому-то сообщение. И третий инструмент — это утилиты. Это в основном используется там для того, чтобы наши AI-агенты выполняли определенные действия, либо проверяли. Например, самый популярный утилита — это утилита if, либо утилита set. Утилиты, они преобразовывают, либо фильтруют те данные, которые в них поступают. Значит, как создать свой первый workflow пространства? Значит, смотрите, все эти триггеры и пространства, они находятся вот в первом элементе. В первую очередь нам необходимо выбрать триггеры, то есть что будет активировать действие. Самый такой простой популярный триггер — это триггер вот действия. То есть когда when click excite workflow, то есть когда нажимается кнопка excite workflow, либо test workflow, соответственно, будет происходить какое-то действие. Как только мы сюда что-то кликнем, действие начинает происходить. Вот, видите, элемент загорелся с зеленым, значит, действие пошло происходить. И следующее, после того, как, например, выполнилось действие, сактивировал триггер, что должно происходить дальше? Обычно здесь используются разные элементы, я вам покажу вот на примеры AI-агентов. То есть мы сюда можем подключить уже полноценного AI-агента. Нажимаем AI-агент и попадаем вот в такое вот меню. Смотрите, вот так вот сейчас, так, давайте
уберу. Вот так вот сейчас будет выглядеть наш AI-агент. То есть, когда будет нажиматься кнопка, будет происходить запрос AI-агенту, и AI-агент должен будет выполнить какие-то определенные действия. Но какие действия? Смотрите, вся работа с любыми как бы нодами, она происходит как бы в трех окнах. Давайте еще какую-нибудь ноду сюда добавим. Вот. Оно происходит в трех окнах. Первое, кроме триггера. То есть в триггере всего одно окно. Это действие, которое будет запускать этот процесс. Во всех остальных нодах есть три элемента. Первый input — это вход, то есть какие данные будут входить в эту ноду. Второе — это конфигурация, то есть что должно происходить внутри этой ноды. Эта нода должна что она должна делать, и дальше выход, что она должна отдать в следующей ноде, либо следующим данным, какие данные следующие она должна отдать для того, чтобы все это сработало. То же самое. Первое, входящее, следующая нода принимает от предыдущей ноды какое-то действие, работает с этими действиями в конфигураторе и дальше выдает на выход следующей ноде, соответственно, определенные действия. Значит, триггер, да, у нас работал триггер. Триггер запустил процесс. Что должно происходить с этим процессом? Мы сейчас с вами построим там самого примитивного, простого AI-агента для того, чтобы вы понимали, как эти действия происходят. Значит, в AI-агенте нам необходимо выбрать чат-модуль. То есть, что будет в данном случае в AI-агенте, нам необходимо выбрать то, что будет являться тем самым AI-агентом. У нас есть большое количество возможностей для выбора AI-агентов. Это есть Grok, это есть OpenRouter. OpenRouter — это сбор сразу большого количества AI-агентов. Есть ChatGPT привычный, есть Claude от Anthropic. Есть другие AI-агенты, DeepSeek, которые вы можете выбрать, с которыми вы можете, соответственно, работать без проблем. Давайте выберем ChatGPT, я думаю, так привычнее будет. Выбираем ChatGPT, и дальше, соответственно, мы, во-первых, да, получаем 100 бесплатных OpenAI API кредитов. Мы их можем, соответственно, получить. Я, кстати, ни разу еще не получал. Да, вот смотрите, мы даже можем не регистрироваться в ChatGPT. Я такой вот первый раз вижу, они недавно, наверное, это добавили, где мы можем, соответственно, у нас уже есть бесплатный настроенный аккаунт ChatGPT, который мы можем использовать и выбрать, соответственно, любую модель ChatGPT. Давайте посмотрим, мне даже интересно, нано-модель у них есть здесь. Нано. 4.1 нано, по-моему. Да, 4.1 нано. То есть у них даже все свежие модели есть. Можно потестировать, бесплатно попользоваться. Но когда у нас пройдет, соответственно, вот эти вот free API кредиты, нам необходимо будет сюда добавить свою же модель. Для этого нам необходимо будет зайти на сайт ChatGPT, прописать API ключ, получить API ключ, прописать Organization ID, нажать Save, и у нас откроется доступ уже к нашему API от ChatGPT. То, что они добавили, очень круто. Значит, есть основное меню, то есть где мы выбираем модель, и есть дополнительное меню, то есть какие-то дополнительные параметры для нашей модели. Например, максимальное количество токенов, например, формат вывода ответов, тайм-аут, то есть сколько он должен ждать ответа от ChatGPT. От ChatGPT, либо от того запроса, куда он будет этот запрос отправлять. Ну и дополнительные параметры выводов, которые вы можете, соответственно, посмотреть в других моих видео. Сейчас не об этом. Значит, у нас есть уже у нашего агента тот самый мозг, тот самый LLM-модель. То есть это уже не просто инструмент, в нем подключен уже искусственный интеллект. Второй инструмент — это память. Память, как я и говорил, есть долгосрочная, есть краткосрочная. Долгосрочная память — это LLM-модель наша. Краткосрочная память — это все то, что происходит в рамках заданного вот этого чата. Обычно используют Simple Memory. Это стандартная память, но сейчас большинство людей используют там либо ZEP, либо Postgres Memory. Они чуть сложнее, у меня есть подробные уроки по этой теме. Мы можем использовать Simple Memory. Если же нам не нужно, чтобы он помнил наш с ним разговор предыдущий, мы этот Simple Memory можем просто отключить и убрать. Он нам в принципе не нужен. Это память, та самая краткосрочная память. И дальше инструменты. То есть, что он должен делать для того, чтобы выполнить ту задачу, которую он решает. Инструментов, как мы видим, большое количество. То есть, это и
отправить письмо, это и зайти, посетить какие-то сайты, это перейти в Google аналитику, это и в Телеграме провести какие-то действия, это и найти что-то в интернете, это и обратиться в базу данных. То есть здесь огромное количество инструментов, либо вот перейти на YouTube, в Twitter, огромное количество инструментов, которые мы можем добавить. Также мы можем добавить не только те инструменты, которые отображаются здесь, мы можем с помощью ноды HTTP Request добавить любой инструмент, например, нашу собственную CRM-систему, если у нее есть публичный ключ API. Мы просто через ноду HTTP Request, у меня тоже подробные уроки на эту тему есть, все находится в первом закрепленном сообщении, обязательно переходите. Мы можем любой инструмент, любой сервис, с которым мы работаем, подключить через вот эту вот ноду HTTP Request. И как бы не быть ограниченными теми инструментами, которые в данный момент здесь существуют. Дальше. Значит, внутри нашего агента также есть определенные настройки. То есть все, что в него зайдет, все, что он должен обработать и все, что он должен выдать. Значит, здесь есть тоже дополнительные настройки. Во-первых, есть System Message. То есть это та самая инструкция, это тот самый промпт, который в него должен войти. Это есть промпт. Это тот запрос, который изначально в него входит, то есть что ему необходимо сделать. Этот запрос формируется вот таким образом. И есть System Message. System Message — это промпт. Тот самый промпт, который я вам показывал. То есть, кем ты являешься, на чем ты специализируешься, что делать в таких-то ситуациях, как ты должен действовать в таких-то ситуациях. То есть, промпт системный очень важен для того, чтобы наш агент не путался и выполнял действия. Но пока я, соответственно, промпт не буду использовать. И есть, соответственно, настройки. Есть настройки по умолчанию. Это промпт, который в него заходит, либо это стандартный промпт, либо мы можем выбрать динамический промпт, когда мы постоянно общаемся с нашим агентом, и, соответственно, системное сообщение. Ну, пускай будет таким системное сообщение, а промпт будет «Отвечай, привет, ты кто?». То есть, пускай в него будет такой идти запрос. И смотрите, сейчас, когда мы нажмем протестировать этот элемент, смотрите, что происходит. То есть он увидел запрос. Запрос у него был «Привет, ты кто?». Он обратился в чат GPT для того, чтобы этот запрос обработать. И он выдал нам ответ. Сейчас сюда чуть дальше перейдем. Значит, смотрите. «Привет, ты кто?». Здравствуйте, я чат GPT, виртуальный помощник, созданный для того, чтобы помочь вам с любыми вопросами или задачами, чтобы помочь вам, чем я могу помочь вам сегодня. Значит, он ответил на этот вопрос, исходя из того запроса, который в него пришел, исходя из того промпта, который в нем прописан. Но к нему никакой запрос не приходил, потому что у нас здесь изначально был просто тест. Мы можем сменить триггер. Давайте сменим триггер и будем использовать, например, чат. Не в Телеграме, можем подключить сюда Телеграм, можем подключить обычный чат, который открывается вот прямо здесь. Здесь мы можем увидеть, соответственно, что происходило с нашим агентом. Давайте очистим историю и уже здесь его спросим. «Привет, ты кто?». Но прежде перейдем в нашего агента и перейдем вот в этот раздел. Переключим. Жмем Save и спросим его «Привет, ты кто?». И мы увидим, смотрите сейчас, что к нему уже пришел запрос. Запрос пришел от действия Send Message, то есть было отправлено письмо «Привет, ты кто?», такой-то, такой-то, такая-то, такая-то сессия и, соответственно, такой-то запрос. Это все выполняется в разных форматах. То есть входящие данные выполняются в разных форматах. Мы видим вот в таком формате и в таком формате JSON. Значит, что такое вот эти вот форматы? Либо что такое JSON простыми словами? JSON — это универсальный формат хранения и передачи данных. Его используют для обмена информацией между разными сервисами, программами, сайтами, конечно, внутри автоматизации и работы с ИИ. Как это выглядит? JSON — это структурированный текст, в котором записаны данные в виде пары, то есть ключ и значение этого ключа. Это важно для понимания работы с AI-агентом. А объединены в объекты массивы. Пример простого JSON. Например, name. Игорь. Меня зовут Игорь. Мне 38 лет, 35 лет. Скиллы. Маркетинг, автоматизация, AI. В каком городе я живу? Соответственно, Сити, Москва. И агенты, либо LLM-модели, они отдают как раз
ответы на запросы как раз в формате JSON. Почему? Потому что это структурировано, это легко для интеграции и это очень гибко. То есть ИИ может генерировать простые тексты, если нужно, чтобы результат сразу был понятен. Плюс JSON позволяет нам разделять тот самый ответ и тот самый текст. Как JSON используется в N8N? Это передача данных между нодами, как я показывал, то есть входящие данные, обработка, исходящие данные. Все это происходит в JSON. То есть JSON приходит, он обрабатывает, и на выходе тоже мы получаем JSON. Одна нода создает, получает данные, преобразует их в JSON, следующая нода использует эти данные. Для того, чтобы было удобно передавать эти данные между различными узлами, между различными нодами. Интеграция с внешними сервисами. Когда ты делаешь запрос к API, например, OpenAI, Telegram, Google, данные и ответ, он уходит в JSON. Это, как бы, знаете, такой универсальный способ передачи данных, который прост, быстро и понятен, соответственно, всем. Работа с ИИ-ответом. Если ты просишь ИИ, например, ChatGPT в N8N, вернуть структурированный результат, лучше всего дать ему инструкцию. Ответь в формате JSON. Тогда N8N может легко взять отдельные части ответа и использовать их в дальнейшем для автоматизации. Ну и преобразования данных. Например, примеры жизни. Сгенерируй мне описание, заголовок, список хэштегов для видео. Титул. Как автоматизировать Instagram. Description, то есть само описание. В этом видео я рассказываю про автоматизацию Instagram с помощью сервиса N8N. Хэштеги N8N, автоматизация Instagram AI. То есть наш ИИ понимает, какие запросы необходимо делать и как их правильно структурировать и разделить для того, чтобы все это четко и прекрасно работало. Здесь в нашем случае он получил запрос «Привет, ты кто?». Это было исходящее сообщение и ID номер сессии. И он, исходя из этого, ответил нам на вопрос: «Привет, я помощник на базе искусственного интеллекта, могу помочь с ответами». То есть формат ответа, как вы видите, у него тоже тот же самый JSON. Для того, чтобы наш запрос был динамический, мы выбираем Define Below, и мы можем те данные, которые нам необходимо отправлять для обработки нашим AI-агентам, мы можем их в N8N просто вот так вот переписывать. То есть мы можем переписать Session ID. То есть он будет видеть в данном случае ID нашей сессии. Ему это нужно? Скорее всего, нет. Он может видеть действия. То есть мы переводим и отправляем те материалы, которые нам необходимы. Нам необходимо, чтобы он понимал наш запрос. Поэтому мы выбираем чат input, привет, ты кто? И когда мы сюда что угодно будем писать, он всегда будет определять этот запрос, исходя из таким образом. Значит, пример промпта. Всегда, пока я занят. Значит, всегда отвечая перед ответом, добавляя хэштег «пока я занят». Для того, чтобы вам показать, как работает, соответственно, запрос, давайте очищу опять историю и напишу ему, сколько будет 2 на 2. И смотрите, сейчас уже формат ответа, пока у нас не настроен, он уже 2 умножить на 2 равно 4. Всегда отвечай и перед ответом добавляй хэштег «пока я занят». Он здесь отправил не перед ответом, а после ответа. Сколько будет 4 умножить на 5? И здесь он уже, смотрите, я ему показал формат вывода ответов. То есть как ты должен отвечать, какой формат вывода должен быть. Вывод «пока я занят», твой ответ. Здесь он уже правильно написал, что он сначала поставил хэштег впереди, «пока я занят», 4 умножить на 5 будет 20. То есть, видите, мы с помощью промпта можем играться тем форматом ответов, который он нам выдаст. Конечно, есть более сложные форматы ответов. У меня есть подробное видео на это, обязательно переходите по закрепленным сообщениям, вы все это увидите. То же самое мы можем посмотреть формат ответа в разных вариациях. То есть JSON оригинальный, и это тоже JSON, но более структурированно разбит его ответ. Значит, почему он сюда не добавляет ответ? Потому что здесь не настроен формат вывода. Здесь должен быть формат вывода, например, текст, и какие данные мы хотим получить из какой ноды дальше. Мы хотим получить ответ от нашего AI-агента. Вот в таком виде. Нажимаем «Тест». И видите, опять данные пришли. Мы поменяли название этой ноды, например, на текст. И отправили дальше ответ. И теперь, когда мы его будем спрашивать, например, давайте... Не знаю, скопируется, нет, этот запрос. Так, вот. Мы уже видим ответ в таком формате. Пока я занят, 4 умножить на 5 будет 20. То есть, видите, от того, какие действия мы
приводим в порядок, соответственно, в ноде будет формулироваться наш ответ. Здесь мы также видим логи. Логи — это посмотреть, как думает, как размышляет и какие действия происходят с нашим AI-агентом. Мы видим количество токенов, которые использовали. Мы можем очистить, соответственно, эту историю. Мы можем зайти в любую ноду и отредактировать тот формат ответов, тот формат запроса, который нам нужен. Например, мы ошиблись, и нам нужно не 5, а 7. Мы изменяем данные, нажимаем «Отправить» и нажимаем «Тест-чат». Здесь мы запинили ноду, то есть сейчас будет запрос всегда постоянно иметь такой вид, который мы от него требуем. Но это более сложный инструмент. Все, мы с вами построили базовый инструмент. Когда что-то происходит не так, как нам хотелось бы, у нас есть такой раздел, как выполнение. То есть мы можем отследить, что происходило с этим AI-агентом в том или ином варианте. То есть когда происходили действия. Действия происходили, соответственно, в июне, в такое-то, такое-то время. Когда здесь зеленое, значит, процесс прошел полностью хорошо. Когда здесь меняется инструмент на красное, то есть мы здесь видим красные элементы, то это значит была ошибка. И мы можем посмотреть, какие ошибки происходили, когда происходили. И мы можем посмотреть, какие запросы приходили в этот агента, как он был собран. Например, помните, да, в самом начале мы отправляли просто запрос нашему агенту. Вот так вот он выглядел. Вот так вот выглядел. Это все данные сохранились. Дальше был второй запрос. Он уже выглядел таким образом. Да, в самом начале мы с вами редактировали. И здесь мы можем, соответственно, либо перенести какую-то версию своего агента, либо просто ее удалить для того, чтобы ее просто не было. То есть это процесс выполнения. Все данные, если они хранятся на нашем сервере, они хранятся, не знаю, долго, да, пока мы их не почистим. Когда мы используем облачную версию, они хранятся в течение, по-моему, на минимальном тарифе около 24 часов. Все. И таким образом мы шаг за шагом строим наших AI-агентов. Шаблоны по AI-агентам находятся в первом закрепленном сообщении. Как вы видите, N8N — это реально мощнейший инструмент, который только начинает развиваться, который продолжит развиваться, который гибок и позволяет делать AI-агентов для любых направлений. Значит, советы тем, кто только начинает. Не бойтесь экспериментировать. В N8N реально сложно что-то сломать. Если что-то сломали, вы всегда можете откатить на предыдущую версию. Используйте готовые шаблоны, например, которые есть в нашем сообществе. Подключайтесь к комьюнити, к тому самому телеграм-чату, где собрано большое количество людей, которые также, как и я, как и вы, фанатеют от сервиса N8N, где есть профессиональные игроки в сервисе N8N, где вы можете задать любые вопросы, и вам просто так, соответственно, поможет человек, который уже решал эту проблему, сталкивался с этим вопросом. Либо перейти в наш телеграм-канал, и там уже есть большая база вопросов, просто через поиск вы можете найти ответ практически на любой свой вопрос, особенно на вопросы новичков, там уже есть вся база знаний. Копируйте понравившиеся шаблоны для того, чтобы все это не создавать вручную. Вы можете использовать наши наработки. Обязательно посмотрите все мои видео по теме N8N. Даже видео, которые на первый взгляд кажутся вам, они не нужны, но все равно вы их посмотрите, и у вас что-то новое щелкнет и откроется при работе с N8N. На этом все. Я надеюсь, что это видео для новичков было вам полезно. С вами был Гарзуевич. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Напишите что-нибудь в комментариях. Подпишитесь на канал, переходите в первое закрепленное сообщение. Пока.